США заговорили о необходимости смены власти в Киеве, Путин ждет прямого контакта с Трампом, а в Украине обсуждают убийство сотрудника ТЦК, который вез мобилизованных в учебный центр, и взрыв в здании территориального центра комплектования. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Теракт в центре Киева, 7 килограммов взрывчатки для службы безопасности Украины. Детали громкого дела. Газеты «Не туалетная бумага». В Туркменистане власти начали бороться с теми, кто портит в уборных страницы государственных изданий с изображением президента. Что известно? Взрывы и выстрел из охотничьего ружья. Кто стоит за убийством представителя ТЦК и что заявляют в Верховной Раде? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В Украине убили военнослужащего ТЦК. Вооруженное нападение произошло в тот момент, когда этот сотрудник ТЦК сопровождал команду мобилизованных мужчин. Группа военнообязанных направлялась в учебный центр. По пути остановились на заправке в городе Пирятин, Полтавской области. В этот момент к одному из военнослужащих ТЦК подошел мужчина. На голове была балаклава, на ногах пиксельные штаны. Он направил охотничье ружье и требовал отдать ему оружие. Когда получил отказ, выстрелил. После этого стрелок забрал оружие у раненого и бежал с места преступления с одним из мобилизованных. Старший команды действовал в соответствии с обстановкой, оказал неотложную помощь, вызвал скорую к раненому воину, а также следственно-оперативную группу полиции и принял меры для преследования злоумышленников, сбежавших с места преступления. Уже спустя несколько часов стрелявшего задержали, он был вместе с мобилизованным, который также сбежал с места событий. В украинских соцсетях активно обсуждают данное событие. Некоторые представители Верховной Рады считают, что убийство военного ТЦК – это следствие работы ТЦК. Кроме того, накануне в здании территориального центра комплектования и социальной поддержки, но уже Ровенской области, прогремел взрыв. В полиции в первые часы после трагедии отчитались: 6 человек получили ранения, 1 погиб. Напомню, в Украине настолько остро стоит вопрос принудительной мобилизации, что словарь современного украинского языка и сленга объявил слово «буссификация» словом 2024 года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека отходят на второй план. А что вы думаете об этих событиях? Делитесь мнением в комментариях. Теракт в центре Киева готовила девушка из Львова. В службе безопасности Украины заявляют, что наркозависимая стала агенткой РФ и собиралась устроить взрыв на одной из центральных и многолюдных улиц Киева. Чемодан с 7 килограммами взрывчатки она должна была оставить рядом со зданием одного из структурных подразделений СБУ. В Киеве уверяют, что эта локация пока не используется спецслужбами, так как они на время войны передислоцированы в запасные пункты работы. Тем не менее, если бы взрывчатка сдетонировала, то теракт бы мог привести к большим жертвам среди гражданских. Чтобы снять последствия теракта, девушка заселилась в заранее арендованную квартиру в центре Киева, установила там камеру видеонаблюдения, которую дистанционно использовали россияне. Задержали приезжую из Львова, когда она забрала чемодан со взрывчаткой из тайника. Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Продолжаются неотложные комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к планированию и подготовке теракта. Россия по-прежнему не собирается вести переговоры с Украиной. Главная цель Кремля – прямые переговоры с США. Об этом пишет издание The Hill. Авторы материала уточняют, что с возвращением Трампа в Белый дом Путин увидел возможность выйти из международной изоляции и восстановить утраченный статус государственного деятеля. Замысел Кремля – с помощью Трампа укрепить положение Москвы на мировой арене. Но для этого Путину придется умиротворить Трампа. Россия действует осторожно, ведь боится, что республиканец сдержит свое слово и ужесточит санкции против Москвы. Издание The Hill пишет, что уже сейчас экономика России балансирует на грани экономического краха и безудержной инфляции, а РФ больше похожа на бумажного тигра, чем на настоящую мировую державу.
Прежде всего, Путин жаждет прямого саммита с США, исключая Украину, чтобы укрепить свой нарратив о России как о мировой сверхдержаве. Такие переговоры положили бы конец его изоляции, подтвердили бы его претензии на зону влияния в Украине и удовлетворили бы его стремление представить Россию как имперскую державу, достойную уважения на мировой арене. На прошлой неделе президент Европарламента Роберта Меццола заявила, что принцип «ничего об Украине без Украины» важен сейчас, особенно после последнего обращения Трампа к Путину. Напомню, президент США написал в своих соцсетях, что настало время заключить сделку, и если Москва этого не сделает, то ей будет только хуже. Трамп намекал на дополнительные санкции против России. А как вы считаете, допустимы ли подобные переговоры? Переговоры США и РФ о завершении войны, но при этом без участия Украины? Напишите об этом также под этим видео. Украина же с приходом Трампа и с учетом неопределенности в вопросе военной помощи США надеется убедить республиканца склонить Европу к конфискации замороженных российских активов. О плане Зеленского пишет уже Вашингтон-Пост. Издание уточняет, идея состоит в том, что использование альтернативного источника финансирования для закупки оружия и восстановления страны может быть привлекательной для Трампа, который стремится сократить иностранную помощь. Напомню, что речь идет о 300 миллиардах долларов, которые Европа боится конфисковывать, ведь считает, что это поставит под сомнение репутацию финансовых систем ЕС. Зеленский настаивает на том, чтобы российские активы пошли на покупку оружия для ВСУ. Кроме того, украинские чиновники допускают, что основная часть средств Москвы могла бы пойти на восстановление Украины. Но даже если эти деньги будут потрачены на восстановление страны, Зеленский и другие настаивают на как можно более быстрой конфискации активов, как сигнал Кремлю и чтобы исключить возможность их возвращения России в будущем. В Нацбанке Украины считают, что российское вторжение – крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, а поэтому и ответ должен быть такого же масштаба. Россия должна заплатить, цитирует Вашингтон-Пост главу НБУ Андрея Пышного. США настаивают на проведении выборов в Украине. Они должны пройти, как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня. А может быть и раньше. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на слова спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога. К тому же выборы могут состояться до конца 2025 года, если между РФ и Украиной будет достигнуто перемирие. Келлог напоминает, что проведение парламентских и президентских выборов в Украине приостановлено из-за войны, но страна нуждается в них. Большинство демократических стран проводят выборы даже во время войны. Я считаю, что для Украины это важно. Это хорошо для демократии. В этом суть настоящей демократии. У вас есть больше, чем один кандидат. Источники Рейтер также сообщают, если бы выборы в Украине состоялись в ближайшее время, то победитель мог бы взять на себя ответственность за заключение долгосрочного соглашения с Москвой. Авторы материала пишут, что администрация Трампа пока официально не обращалась к Украине с просьбой о проведении выборов до конца этого года. Напомню, буквально несколько дней назад Путин заявлял, что готов проводить переговоры с Украиной, но, как всегда, пел свою песню, мол, Зеленский нелегитимный и подписывать с ним договор не хочет. Отмечу, что сам украинский президент неоднократно говорил, что готов провести выборы в стране, но для этого должны быть условия. В частности, должны проголосовать и военные, и люди, уехавшие из страны из-за войны. А как вы считаете, проведут ли выборы в Украине уже в этом году? И за кого бы вы отдали свои голоса? Подписчики из Украины, напишите, пожалуйста, свои варианты в комментариях под этим видео. Жесткое требование. Гражданам Туркменистана запрещают использовать государственные газеты не по назначению. Ими нельзя заменять туалетную бумагу, в них нельзя заворачивать еду или же разжигать ими огонь. Радио Азатык сообщает, что на страницах печатных изданий в авторитарном Туркменистане в основном мало настоящих новостей, поэтому люди ищут им альтернативное применение. Страницы газет, на которых есть лишь хвалебные оды президенту Сердару Бердымухамедову и его отцу экс-президенту Гурбангулы Бердымухамедову, отныне надо бережно хранить, а не пачкать. Власти заставляют государственных служащих подписывать письменное обязательство сохранять страницы в газетах и журналах с фотографиями правящей семьи, пишет Азатык со ссылкой на нескольких работников госорганов, которые уже подписали такой документ. Отказаться от таких газет в принципе невозможно, ведь подписка принудительная, а свободная пресса фактически запрещена. За нарушение люди могут лишиться работы.
Для контроля за соблюдением требований власти заявили, что могут печатать QR-коды на каждой газетной полосе. По словам другого госслужащего из того же Вилаята, это позволит чиновникам отслеживать, кто из подписчиков использует издания не по назначению. Санкции против режима Лукашенко не серебряная пуля, но действенный инструмент опустошения кошельков всех членов этого режима. Об этом заявила глава Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская. Она считает, что бизнесмены Запада должны быть ценностно ориентированными и не думать лишь о выгоде при возможном сотрудничестве с Минском. Мы объясняем разницу между санкциями на Беларусь и санкциями на режим Лукашенко. И, конечно, хотим, чтобы санкции были прежде всего на представителей лукашенковского режима, но санкции будут действенны только в том случае, когда не будет возможности эти санкции обходить. Поэтому только наложение санкций – это дело одно, а отслеживание выполнения санкций – вот здесь, наверное, есть пробелы, и до сих пор приходит информация, что и европейские страны продолжают каким-то образом торговать и с белорусским режимом, и с Россией. И, конечно, такие вещи надо пресекать, и мы призываем бизнесы в такой сложный период, исторический период, быть все-таки ценностно ориентированными бизнесами, а не думать только о зарабатывании денег. Казахстан призвали задуматься о возможных последствиях сотрудничества с Россией, которое рассматривается в качестве потенциального подрядчика по строительству новой АЭС в республике. При этом решение о выборе строителя Астана принимает самостоятельно, а у Европейского Союза нет особой позиции по этому вопросу. Об этом заявил спецпосланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, который побывал в Казахстане уже с 4-м визитом. Мне приятно снова посетить эту прекрасную страну, которая является важным партнером Европейского Союза. Я хочу сразу прояснить, мы не требуем от Казахстана соблюдения наших санкций. Мы полностью уважаем тот факт, что Казахстан не хочет официально присоединяться к санкциям. Однако то, о чем мы ведем диалог, это проблема использования Казахстана определенными недобросовестными экономическими игроками для обхода наших санкций и нелегального транзита через Казахстан запрещенных товаров из Европы и стран G7. В частности, поскольку под санкциями находится множество товаров, мы сосредоточились на продукции, имеющей военное применение. С самого начала мы обсуждали этот вопрос с казахстанскими властями, и мы очень признательны за сотрудничество. Надо отметить, что объемы вывоза этих товаров из Казахстана идут на спад. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.